Всем привет! Меня зовут Марина, и мы с вами находимся на канале о вязании. Сегодня в этом видео предлагаю вместе со мной связать вот такие вот красивые ажурные слитки. Данные слитки в мастер-классе я буду вязать из пряжи Alize Lana Gold. Это у нас идет по составу 51% акрила и 49% шерсти. Метраж у данной пряжи идет на 100 грамм 240 метров. Данные слитки вы можете вязать как однотонные, так и цветные, как я вот представляю в мастер-классе. Также для вязания нам еще понадобятся спицы. Резинку я вязала на 2 чулочных спицах 3 мм. Мысок вот этот я вязала на 2 чулочных спицах 3,5 мм. И подъем и нашу подошву я буду вязать на круговых спицах. Длину я взяла от кончика до кончика 60 сантиметров и диаметр спицы 3,5 миллиметра. И данные слитки в мастер-классе я вяжу на размер 35-37. Поэтому смотрите, для того, чтобы нам связать слитки, нам нужно сейчас вместе с вами будет связать вот такую заготовку. Для начала мы с вами провяжем вот эту резинку. Как я сказала, я вяжу на размер 35-37, и для резинки я использую спицы 3 миллиметра. Поэтому, если, к примеру, вам нужны слитки на больший размер ноги, то я рекомендую для резинки взять спицы на пол размера больше, то есть номер 3,5 миллиметра. Далее, после того, как мы с вами свяжем вот эту резинку, мы приступим к вывязыванию вот этого нашего ажурного красивого мыска. Мысок этот в мастер-классе я вяжу из 12 петель. Далее в мастер-классе я говорю, что если, к примеру, данные слитки вам нужны на больший размер ноги, то в этом случае я рекомендую этот мысок вывязывать не из 12 петель, а из 14. Далее отрегулировать размер слитков можно еще будет за счет длины вот этого мыска. То есть вот, к примеру, на размер 35-37 я здесь провязываю определенное количество раппортов до наших, скажем так, убавлений, где мы немножечко будем закруглять наш мысок. То есть, соответственно, если вам нужны слитки на больший размер ноги, то вам надо провязать большее количество раппортов до вот этого закругления нашего мыска. Но помимо вот количества этих раппортов нужно еще обращать внимание и на сантиметры, которые у нас должны получиться вот при вязании нашего мыска, так как, возможно, наша плотность отличается, или вы будете вязать данные слитки из другой пряжи, поэтому помимо вот количества этих раппортов нужно еще смотреть и на количество сантиметров. Далее, после того, как мы свяжем с вами вот этот мысок, мы приступим к вывязыванию вот этого нашего подъема, после чего будем приступать к вязанию нашей подошвы. Подошва у данных слитков идет цельновязанная, то есть здесь не будет никаких швов на подошве. В конце мы с вами сошьем только вот эту заднюю часть нашего слитка. Поэтому, друзья, если вам нравятся данные слитки, предлагаю связать сейчас их вместе со мной. Поэтому берем пряжу, спицы, приступаем к вязанию. На 2 чулочные спицы диаметр 3 мм обычным способом набора, то есть с помощью длинного хвоста, я набираю 46 петель. Петли я набрала, и сейчас приступаем к вязанию первого ряда. Первую кромочную петлю я снимаю, и дальше я буду вязать резинку 1 на 1. То есть дальше у меня идет 1 петля лицевая, 1 петля изнаночная, 1 петля лицевая, 1 петля изнаночная. Таким образом довязываем наш этот ряд до конца, провязывая резинку 1 на 1. В конце ряда вот у меня получилась изнаночная петля, и последнюю кромочную петлю я также провязываю изнаночной петлей, и вязание я переворачиваю. Вот эта сторона, где мы сейчас будем провязывать наш второй ряд, будет являться лицевой стороной, поэтому мы сейчас приступаем к вязанию второго лицевого ряда. Первую кромочную петлю я снимаю, и дальше я продолжаю вязать резинку 1 на 1, то есть 1 петля лицевая, 1 изнаночная. То есть все петли мы провязываем по рисунку: лицевые лицевыми, изнаночные изнаночными. Таким образом мы с вами заканчиваем вязать второй лицевой ряд
и третий изнаночный ряд, провязывая резинку 1 на 1. Итак, я провязала резинку основным нашим цветом 3 ряда. Вязание вот я держу лицевой стороной вверх, и сейчас мы берем ниточку контрастного цвета. Вот в моем случае это нитка молочного цвета. Никаких закрепляющих узелков я не делаю, просто вот кончик ниточки прикладываю к краю, и первую кромочную петлю я сейчас провязываю лицевой, так как у нас идет смена цвета. И дальше мы продолжаем вязать нашу резинку 1 на 1. То есть все наши лицевые петли мы провязываем лицевыми, изнаночные петли мы провязываем изнаночными. То есть вяжем резинку 1 на 1 ниточкой контрастного цвета, еще 2 ряда лицевой и изнаночный. Я провязала 2 ряда лицевой и изнаночный мою резинку ниточкой вот молочного цвета. Далее кончики ниточки мы сейчас не обрываем. И сейчас вот здесь сбоку я поднимаю нитку нашего основного цвета. Первую кромочную петлю я провязываю лицевой, так как у нас идет смена цвета, и дальше продолжаю вязать мою резинку 1 на 1, 1 лицевая и 1 изнаночная петля. И ниткой основного цвета я сейчас также провяжу 2 ряда лицевой и изнаночный. Таким образом, если мы сейчас посмотрим на наш следок, мы с вами давайте сейчас самостоятельно провяжем высоту нашей резинки. То есть после того, как мы набрали наши петли, ниткой основного нашего цвета мы провязали 3 ряда. Вот 3 ряда мы вместе с вами провязали. Далее мы будем менять ниточку через каждых 2 провязанных ряда. И на этом участке нашей резинки должно быть 3 полосы контрастным цветом провязано. Каждая полоса это 2 провязанных ряда. И 1, 2, 3, 4 полосы ниткой нашего основного цвета. Первый наш вот этот участок провязан 3 ряда, все остальные полосы у нас провязаны по 2 ряда. То есть итого высота моей резинки сейчас будет состоять из 15 провязанных рядов. Итак, вот я закончила вязать резинку. Как я сказала, всего я провязала 15 рядов. И высота моей резинки сейчас составляет, ну вот, почти 6 сантиметров. Вязание я держу лицевой стороной вверх. И сейчас мы сразу же будем приступать к вязанию нашего мыска. Наш мысок я буду вывязывать из 12 центральных петель. Поэтому мы берем общее наше количество петель, которые мы сейчас набирали на резинку. То есть в моем случае 46. 46 минус 12 это петли нашего мыска, и полученную цифру мы делим на 2, то есть на 2 боковых части. То есть получается у меня будет 17 петель занимать одна боковая часть, 12 петель мысок и 17 петель вторая наша боковая часть. Если, к примеру, вам нужны следки на больший размер ноги, то я рекомендую мысок вот этот вывязывать не из 12, а из 14 петель. То есть, соответственно, у вас будет занимать 16 петель одна боковая часть, 14 петель мысок и 16 петель вторая боковая часть. Сейчас я беру круговые спицы, и на эти круговые спицы я просто переснимаю, не провязывая, 17 петель. Это петли моей первой боковой части. Наш мысок я буду вязать, как я сказала, из 12 петель на спицах 3,5 миллиметра. Поэтому вот я беру чулочную спицу 3,5 миллиметра, и на нее сейчас просто также переснимаю, не провязывая, 12 центральных петель. Вот на чулочную спицу я пересняла 12 петель, из которых я сейчас буду вязать наш мысок. Чтобы нам было вязать более удобно, сейчас на эту круговую спицу я также пересниму петли нашей второй боковой части. То есть я пропускаю мысок, и на эту же спицу круговую я переснимаю петли нашей второй боковой части. Итак, вот я пересняла на круговые спицы петли и второй боковой части, и сейчас я эти спицы вот так вот могу отложить, чтобы они нам не мешались. И сейчас вот на вот этой центральной чулочной спице я буду вывязывать наш мысок. Вот здесь сбоку ниточки, которыми я вязала нашу резинку, я не обрываю. Если вам сейчас будет вязать неудобно, то есть, допустим, ниточки будут путаться, при желании можно эти нитки обрезать, просто тогда в конце вязания на несколько кончиков вам придется спрятать больше. А я сейчас из середины моточка достала вот второй кончик нашего вот основного цвета.
Никаких, опять же, закрепляющих узелков я не делаю, просто кончик прикладываю к краю. И сейчас мы сразу же будем приступать к вязанию первого ряда нашего мыска. Схему на данный ажурный узор я сейчас где-нибудь здесь вставлю. Первую кромочную петлю сейчас я провяжу лицевой. Это будет идти наша первая кромочная петля. Значит, смотрите, раппорт нашего узора состоит из 10 петель плюс 2 петли кромочные. Вот как раз у меня и получается ровно 12 петель. Если, к примеру, вы вяжете слитки на больший размер, и как я сказала, что тогда мы наш мысок вяжем не из 12, а из 14 петель, тогда всегда вот после кромочной нашей петли вы вторую петлю будете провязывать изнаночной. То есть это будет идти, скажем так, как петля нашей симметрии. То же самое и в конце. То есть вы провяжете раппорт нашего узора, который состоит из 10 петель. Потом предпоследнюю петлю вы провяжете изнаночной. Эта петля нашей будет симметрией являться. И последнюю кромочную петлю вы также провяжете изнаночной петлей. Это на тот случай, если вы ваш мысок вяжете не из 12 петель, как я показываю в мастер-классе, а из 14, так как вам нужен больший размер слитков. Ну а я сейчас после кромочной петли сразу же приступаю вязать наш первый ряд. Первую петлю я сейчас вот эту изнаночную сниму, и вот это у меня идет лицевая петля, и правая стенка петли вот у меня сейчас расположена за работой. То есть я ее пересниму и переверну. Нужно так, чтобы правая стенка вашей петли сейчас была перед работой. Дальше изнаночную петлю я возвращаю обратно, и после кромочной этих 2 петли я провязываю 2 вместе лицевой петлей вот за переднюю стеночку, то есть с наклоном в правую сторону. Далее по схеме мы вяжем 2 петли лицевых, делаем 1 накид, вяжем 1 петлю лицевую, делаем снова накид, и следующих 2 петли вот просто провязываем 1 лицевая и 2 лицевая петля. Далее мы должны сделать наклон в левую сторону. Смотрите, вот моя идет лицевая, и дальше у меня идет изнаночная петля. Нужно так, чтобы вот у нашей лицевой петли правая стенка была за работой. Вот она в моем случае и расположена сейчас за работой, поэтому вот эту лицевую и следующую изнаночную петлю я провязываю 2 вместе за заднюю стеночку лицевой петлей, и у меня получается наклон в левую сторону. Далее мы вяжем по схеме 1 петлю изнаночную, и это мы провязали вот раппорт нашего узора, и последнюю кромочную петлю на протяжении всего вязания я буду провязывать изнаночной петлей, и вязание я переворачиваю на изнаночную сторону. Вяжем второй ряд нашего основного узора. Первую кромочную петлю я снимаю, и дальше все петли мы будем провязывать по рисунку. То есть вот у меня идет после кромочной 1 петля лицевая, и дальше у меня идут все петли изнаночные. Наши накиды мы также будем провязывать вот изнаночной петлей за длинную стеночку, так чтобы у нас вот образовывалась такая дырочка. Все петли мы вяжем изнаночными. Далее вот ряд я довязала до конца. Вязание переворачиваю на лицевую сторону и приступаем к вязанию третьего ряда. Первую кромочную петлю я снимаю. Далее по схеме у нас идет 1 петля изнаночная. Далее у нас идут следующих 2 лицевых петли. Нам нужно, чтобы сейчас правая стенка наших лицевых петель была перед работой. Вот наша правая стенка у меня она сейчас за работой, поэтому я их вот пересниму и переверну так, чтобы вот правая стенка петли была вот перед работой. И дальше этих 2 петли я провяжу 2 вместе лицевой петлей. Далее мы вяжем 1 лицевую петлю, 2 лицевую петлю, делаем 1 накид. После накида мы вяжем еще 1 лицевую петлю, делаем накид и 2 петли лицевых.
после чего лицевую и изнаночную эту петлю мы провяжем вот 2 вместе лицевой за заднюю стеночку. Видите, правая стенка моей лицевой петли сейчас расположена за работой, поэтому вы посмотрите на ваше вязание, то есть надо, чтобы правая стенка лицевой петли была за работой. И дальше лицевую и изнаночную эту петлю мы провяжем 2 вместе лицевой петлей. Последнюю кромочную петлю я провязываю изнаночной. Вязание переворачиваю на изнаночную сторону, и сейчас мы будем приступать к вязанию 4-го ряда. Первую кромочную петлю я снимаю, и в изнаночном нашем ряду все петли мы будем провязывать по рисунку. То есть сейчас в 4-м нашем ряду у нас получается 9 петель изнаночных. Вот наш накид, мы также его провязываем изнаночной петлей. 1 лицевая и последняя кромочная петля, ее я провязываю изнаночной петлей, и вязание переворачиваю на лицевую сторону. Это мы сейчас с вами провязали один раппорт нашего узора. То есть раппорт нашего узора будет состоять из 4 рядов. Далее мы будем по этой же схеме продолжать вязать наш мысок. То есть вот опять первую кромочную петлю я снимаю, дальше изнаночную сначала сниму и сделаю так, чтобы вот у этой лицевой петли правая стенка сейчас была расположена перед работой. То есть вот я ее переверну, и дальше вот кромочная, и вот эти 2 петли мы провязываем 2 вместе лицевой петлей за переднюю стеночку, то есть наклоном в правую сторону. Дальше опять продолжаем вязать все по схеме. 2 лицевых, делаем 1 накид, лицевая, накид, 2 петли лицевых, и вот как раз таки здесь вот у нас идут следующих 2 лицевых петли, после чего эти 2 петли мы провяжем 2 вместе лицевой петлей, вяжем дальше 1 петлю изнаночную, и последнюю кромочную петлю мы провязываем изнаночной петлей. Сейчас здесь вот по этой же схеме, что я вам только что прикрепила, как провязываются эти ряды, мы только что с вами разобрались, поэтому продолжаем по этой же схеме вязать высоту нашего мыска. Я сейчас вот этот мой мысок буду вязать вверх, так чтобы у меня было провязано 9 раппортов. 1 раппорт равен 4 рядам. И после того, как я провяжу 9 раппортов, мы измерим наш мысок в сантиметрах, и дальше в 10-м нашем раппорте я буду закруглять, то есть убавлять петли нашего мыска, так чтобы кончик нашего мыска был немножечко такой закругленный. Итак, вот я провязала мысок, как я сказала, я провязала сейчас 9 раппортов, и сейчас, когда мы будем провязывать последний наш 10-й раппорт, мы будем немножечко закруглять наш мысок. Но перед нашим закруглением давайте на этом этапе измерим высоту моего мыска. И высота получается, ну вот где-то около 13 сантиметров. И общая высота моей детали получается, ну вот где-то около 19 сантиметров. Поэтому смотрите, если, к примеру, данные слитки вам нужны на больший размер ноги, то вам еще нужно провязать ваш мысок там на 1 там, или 2 раппорта больше, нежели я показываю в мастер-классе. Ну а я сейчас буду приступать к вязанию моего 10-го раппорта. Значит, смотрите, первую кромочную петлю я снимаю, и далее, как мы и вязали по схеме, значит, изнаночную петлю я сначала сниму для того, чтобы эту лицевую петлю перевернуть, чтобы правая стенка петли была перед работой. И дальше эти 2 петли я провязываю 2 вместе лицевой за переднюю стеночку. Далее я вяжу 2 лицевых петли, но сейчас, смотрите, мы никаких накидов не будем делать. За счет того, что мы не будем делать сейчас наши накиды, у нас убавится наше количество петель. То есть вот 2 петли лицевых я провязала, дальше вяжу еще 1 лицевую петлю. Далее накид мы не делаем, поэтому вяжем сразу же еще 2 лицевых петли, и следующих 2 петли, то есть вот я провяжу 2 петли вместе лицевой за заднюю стеночку с наклоном в левую сторону. Далее по схеме я провяжу 1 изнаночную петлю,
И последнюю кромочную петлю я провяжу изнаночной. То есть мы провязали первый ряд нашего раппорта, то есть мы все провязали по схеме. Единственное, сейчас мы не делали 2 наших накида. За счет этого у нас на 2 петли наш мысок стал меньше. Вязание я переворачиваю на изнаночную сторону, и наш изнаночный ряд мы провязываем все петли по рисунку. То есть у нас получается кромочная, лицевая, и все остальные петли я вяжу изнаночными. Третий ряд нашего основного узора. Первую кромочную петлю я снимаю. Дальше по узору я провязываю 1 петлю изнаночную. Дальше 2 петли сначала меняю местами, так чтобы правая стенка была вот перед работой. И дальше эти 2 петли я провязываю 2 вместе лицевой за переднюю стеночку. Далее я вяжу лицевые петли, не довязывая вот 3 петель. Вот 3 петли осталось. Далее вот эту лицевую и изнаночную петлю в конце ряда я провяжу 2 вместе лицевой за заднюю стеночку. И последнюю кромочную петлю я провяжу изнаночной петлей. Вязание переворачиваю и вяжу 4-й ряд нашего основного узора. Кромочную снимаю, вяжу петли все изнаночными. В конце у нас получается по схеме 1 лицевая и 1 изнаночная петля. И это я провязала 10-й раппорт нашего узора. За счет того, что я не делала ни в первом, ни в третьем ряду накиды, петли нашего мыска сократились на 4 петли. И это я провязала весь мой мысок. Давайте и на этом этапе измерим высоту мыска. И вот высота получается 15 сантиметров. Далее я возвращаюсь вот сюда, в начало нашего вязания. Вот эту центральную чулочную спицу, где у меня расположены петли моего мыска, я откладываю. Как я говорила, ниточку от моточка здесь я не обрывала. Поэтому если, к примеру, нитку вы обрывали, то сейчас мы должны взять вот кончик с нашей ниткой основного цвета. Здесь нитку, где мы закончили вязать наш мысок, можно уже обрезать. Теперь мы будем приступать к вязанию нашего подъема. Наш подъем я буду вязать платочной вязкой. Поэтому первую кромочную петлю я снимаю, и дальше все петли я провязываю лицевыми. Это петли нашей первой боковой части. Итак, вот я провязала 17 петель. Все петли я провязывала лицевыми. Теперь вдоль этого нашего мыска мы должны с вами сейчас будем поднять петли. Теперь как же нам понять, сколько здесь нам необходимо поднять петель? Здесь смотрите количество наших раппортов, которые мы с вами провязали. То есть я провязала сейчас 10 раппортов. Умножаем на 2, это получается 20. То есть вот здесь я сейчас должна буду поднять 20 петель. Плюс я еще подниму 1 петлю вот в этом промежутке. То есть между нашей последней провязанной петлей боковой части и вот здесь нашей вот получается первой петлей, откуда мы сейчас будем набирать наши 20 петель. Вот здесь дополнительно с одной и соответственно со второй стороны я подниму еще дополнительно 1 петлю. То есть итого вот здесь на этом участке я сейчас подниму 21 петлю. То есть смотрите, вот идет моя ниточка от начала моего вязания, где мы начали вывязать наш мысок, и соответственно вот эта петля будет являться петлей, вот где мы будем поднимать, начинать наши 20 петель. Значит, между нашей этой петлей и вот здесь в этом промежутке я сейчас подниму вот эту как раз таки 1 петельку, так чтобы здесь у нас не было дырочек. То есть я вот как-нибудь так вставлю спицу и выниму здесь нашу вот первую петельку. Это первая петля. Всего, повторюсь, я должна здесь поднять 21 петлю. Вот здесь вот я в кромочную вставляю нашу вторую петлю, вынимаю, третья, четвертая. То есть в каждую кромочную петлю я вставляю спицу и поднимаю 1 петельку. Если неудобно поднимать эти петли с помощью спиц, можете воспользоваться крючком. То есть здесь я должна поднять 21 петлю.
Итак, вот здесь с этого края я подняла 21 петлю, и далее я провязываю лицевыми петлями вот петли с нашей чулочной спицы, где мы закончили вязать наш мысок. Все петли я провязываю лицевыми. Далее, если неудобно сейчас будет вам вязать этот подъем на круговых спицах, можете эти петли распределить на чулочные спицы. Ну, а я вяжу на круговых спицах, поэтому вот здесь, в этом стыке, я вытягиваю спицу подлиннее. И сейчас вот со второго края нашего мыска, вот здесь, я также сейчас подниму 21 петлю, после чего провяжу лицевыми петлями петли нашей второй боковой части. Последнюю петлю здесь в конце ряда я провяжу изнаночной петлей. Итак, вот я по кругу подняла все наши петли, и вот петли наших боковых частей я провязала лицевыми. И вот таким образом сейчас выглядит моя вот эта деталь. Значит, если сейчас пересчитать все эти петли, у меня сейчас на спицах находится 84 петли. Поэтому вот я и говорила, что если вам слитки нужны на больший размер ноги, то, соответственно, вот этих раппортов вы вяжете больше. За счет этого вот здесь вам нужно будет набрать большее количество петель. Тем самым вы получите слитки на больший размер ноги. Ну а я беру вязание изнаночной стороной вверх, и сейчас буду приступать к вязанию второго ряда нашего подъема. Значит, смотрите, как я сказала, подъем я буду вязать платочной вязкой, поэтому и лицевые, и изнаночные ряды я буду провязывать лицевыми петлями. То есть первую кромочную петлю я снимаю, и дальше этот ряд до конца вяжу лицевыми петлями. Так вот я провязала второй изнаночный ряд. Вязание я держу лицевой стороной вверх, и у нас получилась одна провязанная платочная дорожка вот ниточкой нашего основного цвета. Далее вот здесь сбоку я поднимаю нитку молочного цвета, так как наш подъем я буду вот вязать также вот полосатым. И дальше первую кромочную петлю я сейчас провяжу лицевой, так как у нас идет смена цвета. Край здесь мы сильно не перетягиваем. И дальше также все остальные петли до конца этого ряда я буду провязывать лицевыми. То есть сейчас мы вяжем наш подъем. Значит, и лицевые, и изнаночные ряды мы будем провязывать лицевыми петлями. Таким образом, вот этот наш подъем у меня будет состоять из 5 платочных дорожек или 10 рядов. Распределяла эти полоски я следующим образом. То есть одна платочная дорожка у меня провязана ниткой нашего основного цвета. 2 платочные дорожки я сейчас провяжу ниткой нашего контрастного цвета. 2 платочные дорожки равняется 4 провязанным рядам. И дальше 2 платочные дорожки или 4 ряда я провяжу ниткой нашего основного цвета. То есть итого вот этот наш подъем у меня состоит из 5 платочных дорожек или 10 рядов. Все петли, как я сказала, мы провязываем лицевыми и в лицевом, и в изнаночном ряду. Итак, вот я провязала подъем, то есть у меня провязана одна платочная дорожка основным цветом, 2 платочные дорожки молочным цветом и 2 платочные дорожки нашим основным цветом. После того, как мы провязали наш подъем, мы сейчас будем приступать к вязанию нашей подошвы. Подошву я буду вывязывать из того же количества петель, из которого я провязывала вот наш мысок, то есть в моем случае из 12. Соответственно, если вы, к примеру, мысок вязали из 14 петель, то и подошву я рекомендую вязать также из 14 петель. Поэтому сейчас общее наше количество петель, которое находится у меня на спицах, то есть в моем случае у меня 84 петли. Я отнимаю 12, это то количество, из которого я буду провязывать сейчас нашу подошву. Это у меня получается 72, и дальше наши 72 я делю на 2 боковых части. И это у меня получается, каждая из этих боковых частей будет состоять из 36 петель. Поэтому я беру вязание лицевой стороной вот вверх.
И сейчас провязывать буду петли лицевыми с учетом вот нашей кромочной петли, которую я сейчас просто переснимаю. Вяжем сейчас вот петли лицевые так, чтобы на правой спице у меня было всего 36 петель. Итак, вот я провязала лицевыми петлями 36 петель. Вот у меня на правой спице сейчас находится. И как раз таки следующих вот центральных вот этих 12 петель, это те петли, из которых я сейчас буду вывязывать нашу подошву. Поэтому сразу же перехожу на вязание нашей подошвы. То есть вот петли я все вяжу сейчас лицевыми. То есть вот первая петля нашей подошвы, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая, восьмая, девятая, десятая, одиннадцатая. Вот осталась одна петля от нашей подошвы и одна петля от нашей боковой части. С лицевой стороны эти две петли мы будем провязывать 2 вместе изнаночной петлей. И вязание я переворачиваю вот на изнаночную сторону. Вяжу опять петли нашей подошвы. Вот первая кромочная наша петля, дальше вот вторая лицевая, третья, четвертая, шестая, 11, и вот опять 12 петля подошвы и первая петля боковой части. Эти две петли с изнаночной стороны на протяжении всего вязания мы будем провязывать 2 вместе лицевой петлей. Вязание сразу же переворачиваю вот на лицевую сторону и опять вяжу наши петли подошвы. Вот первая кромочная, дальше вот вторая лицевая, третья, четвертая, пятая, шестая, 11, и вот видите, получается 12 петля нашей подошвы и первая петля боковой части. С лицевой стороны эти две петли мы провязываем 2 вместе изнаночной петлей. С изнаночной стороны петлю нашей подошвы и петлю нашей боковой части мы провязываем 2 вместе лицевой петлей. Таким образом, в конце каждого ряда и лицевого, и изнаночного мы будем убавлять по одной петли от наших боковых частей. И таким образом мы вяжем нашу подошву до тех пор, пока у нас в конце не останется по 5 петель от наших боковых частей. То есть здесь 5 петель и на этой спице в конце также 5 петель. Далее я подключусь и покажу, каким образом мы будем убавлять наши петли дальше. Итак, вот я провязала нашу подошву, и с боковых наших частей с одной и со второй стороны у меня осталось по 5 петель. Теперь мы будем также продолжать убавлять петли наших боковых частей, только сейчас на этом этапе мы будем еще дополнительно убавлять петли нашей подошвы. Значит, вязание вот я держу лицевой стороной вверх, и вот как обычно мы вяжем петли нашей подошвы. Первую снимаю и дальше вяжем все петли лицевые. И вот в конце мы не довязываем 3 петель нашей подошвы. То есть у нас осталось 5 петель здесь и 3 петли тут. Значит, первую и вторую петлю нашей подошвы в конце ряда мы провязываем 2 вместе лицевой петлей, и дальше последнюю петлю нашей подошвы и первую петлю нашей боковой части с лицевой стороны мы провязываем 2 вместе изнаночной петлей. То есть таким образом мы в конце нашего ряда убавили одну петлю подошвы и одну петлю от нашей боковой части, и вязание переворачиваю на изнаночную сторону. С изнаночной стороны провязываем все точно таким же образом, то есть вяжем все петли лицевые, не довязывая 3 петель нашей подошвы. Вот у меня осталось опять 3 петли нашей подошвы. Первую и вторую петлю здесь в конце ряда я провязываю 2 вместе лицевой, и дальше последнюю петлю подошвы и первую петлю боковой части с изнаночной стороны мы также провязываем 2 вместе лицевой петлей, и вязание я переворачиваю на лицевую сторону. Таким образом, в конце каждого ряда и лицевого, и изнаночного мы продолжаем вязать нашу подошву, убавляя по 2 петли
одну петлю боковой части и одну петлю нашей подошвы. И вот в конце каждого ряда я убавляла по 2 петли до тех пор, вот пока у меня не осталось на спицах 4 петли. То есть вязание я держу изнаночной стороной вверх. Первую кромочную петлю я снимаю, вторую петлю я провязываю лицевой, далее петлю от нашей подошвы и последнюю петлю от боковой части мы провязываем в изнаночном нашем ряду 2 вместе лицевой петлей. И вязание я переворачиваю на лицевую сторону. С лицевой стороны первую кромочную петлю я снимаю и рабочую нить вот завожу между кромочной и нашей вот следующей петлей. Далее кромочную петлю возвращаю обратно. Рабочая нить вот у меня расположена сейчас за работой. И сейчас с лицевой стороны эти 3 петли я провяжу 3 петли вместе лицевой петлей. Далее вот эту петельку вытаскиваю подлиннее. Ниточку от моточка я обрезаю с тем учетом, чтобы этого кончика хватило сшить заднюю часть нашего слитка. Далее в эту нашу петлю я продеваю кончик, который я только что обрезала от моточка, и петельку эту аккуратно затягиваем. Теперь мы должны этот кончик одеть в иголку с большим ушком. Сшивать наш следок я буду вот по лицевой стороне. То есть вязание я беру лицевой стороной к себе. Вот наш шов, который нам нужно сейчас шить. Вот идет моя рабочая ниточка. В этом промежутке, где мы вязали наш подъем и у нас идет наша платочная вязка, в этом участке я буду прошивать наш следок. Значит, не за кромочную петлю, а за первую петлю от нашей платочной дорожки. То есть вот я буду вставлять иголку в первую петлю от нашей платочной дорожки справа налево. Сначала с одной стороны и затем иду на эту сторону. Вот моя идет платочная дорожка и вот моя первая петля. Вставляю иголку здесь я также справа налево в первую платочную дорожку и в первую нашу петлю после кромочной. Вот следующая вот платочная дорожка и первая петля. И здесь точно так же вторая платочная дорожка и первая петля справа налево. Вот мы этот участок прошили с вами. Теперь идет наша резинка. Значит, смотрите, здесь у нас идет кромочная петля, а вот здесь идет такая изнаночная дорожка. С этой стороны идет кромочная и лицевая дорожка. Значит, смотрите, там, где у нас идет вот здесь изнаночная дорожка, та сторона, которая ближе сейчас ко мне, я буду вставлять иголку в эту изнаночную дорожку, также вот справа налево. А здесь я буду вставлять иголку, ну, вот где-нибудь в лицевую, допустим, или в кромочную можно петлю, также вот справа налево. Здесь вот белая наша дорожка, справа налево в изнаночную нашу петлю и вот здесь где-нибудь также вот справа налево в лицевую эту петлю. Здесь в изнанку, а здесь справа налево в лицевую. При сшивании обязательно контролируем, чтобы наши полосочки все совпали. И вот я прошила всю заднюю часть нашего слитка, и вот такой вот красивый и аккуратный шов у нас с вами получился. Далее мы поворачиваем наш следок на изнаночную сторону и по изнаночной стороне прячем все эти наши кончики самостоятельно любым удобным для вас способом. И вот, друзья, после того, как мы по изнаночной стороне спрятали все наши кончики, наши слитки полностью готовы. Поэтому, друзья, если вам понравился данный мастер-класс, поддержите меня пальчиком вверх, подписывайтесь на мой канал, ну а мы с вами будем прощаться. Обязательно еще встретимся в новых видео. Всем большое спасибо за просмотр и всем пока-пока.